Друзья, здравствуйте! У нас уже было несколько выпусков про, скажем так, интересные финансовые организации. Про Банк Ватикана, про BCCI, банк диктаторов и наркоторговцев. А сегодня мы с вами поговорим про людей, по сравнению с которыми все вот эти вышеперечисленные, все владельцы самых больших банков, финансовых пирамид, мультинациональных корпораций, все они просто дети, которые играют, знаете, в кулички, в песочнице. Все эти Пабло Эскобары, Маски, Джеффи Безос — это все мелочь. Правда. Вы не поверите, но так оно и есть. Знакомо ли вам такое название, как BlackRock? Многим наверняка нет. Кто-то, может быть, что-то слышал. А между тем, эта скромная инвестиционная корпорация управляет активами на 11,5 триллионов долларов. Я не оговорился. Я не случайно так добавил лишний ноль. Нет, в самом деле 11,5 триллионов долларов США. Совсем недавно корпорация BlackRock приобрела новый актив. 2 порта. Порты эти стратегические. Находятся они по обеим сторонам Панамского канала. То есть теперь BlackRock контролирует ключевую артерию морских перевозок, одну из самых важных на планете. Никто даже не скрывает, что решение это политическое. Трампу не понравилось, что вокруг канала развили какую-то нездоровую деятельность китайцы. И вот BlackRock просто купил порты вместе с гонконгской компанией, которая этими портами владела. Цена вопроса: семечки, просто копейки, 23 ярда долларов. По блэкроковским меркам это даже кофе не попить. Полная ерунда. На сдачу у той же гонконгской корпорации взяли еще контрольный пакет в 43 портах, расположенных в 23 странах мира. То есть для BlackRock, в общем, не то чтобы это суперфинансовый результат и какая-то стратегическая победа. Нет, для BlackRock это обычный день. Скорее всего, пока вы будете смотреть это видео, BlackRock еще что-нибудь купит. Землю, бизнес, ключевую технологию, политика, может быть, даже целое государство. 11 триллионов – это такая сумма, что ее даже сравнить с чем-то затруднительно. Давайте какие примеры привести? Это, например, треть государственного долга США. Или оборонный бюджет Америки за 14 лет. Или чуть меньше половины американского ВВП. Если разделить BlackRock на всех людей на планете, можно выдать где-то по $1500 каждому человеку, живущему на Земле, включая новорожденных детей и стариков. Как вам такое сравнение? Например, 120 миллионов женщин, каждая из которых может получить по сумочке Hermes за $100 тысяч. Это, кстати, будет относительно легко устроить, потому что в Hermes у BlackRock тоже есть доля. 11,5 триллионов – это в 4 раза больше, чем капитализация Apple. И где-то в 30 раз больше денег, чем у самого богатого человека планеты – Илона Маска. Это 11 тысяч миллиардов. Можно сливать по миллиарду в день, и деньги закончатся только через 30 лет. Ну а если быть поскромнее и тратить в день, например, по косарю, то хватит до тех пор, пока не погаснет солнце. Да и потом еще останется. Совокупное состояние всех миллиардеров планеты, вообще всех, 16 триллионов. А у BlackRock этих триллионов 11,5. Это, то есть, ребят, настолько астрономическая сумма, что для нее даже нет названия никакого в обиходе. Миллион — это мульт или лям. Миллиард — это ярд. А триллион — это сколько? Триль, труль? Не знаю, нет такого слова. Короче, у корпорации BlackRock очень много денег. Если смотреть с практической точки зрения, то не просто много, а бесконечное количество. Откуда у этих ребят столько денег? И главное, вообще зачем им столько денег? Нет ли тут, например, не дай Господь, заявки на мировое господство? И причем здесь конспирологические теории, связанные с ковидом, уничтожением среднего класса, борьбой за экологию, с ипотечным пузырем, искусственным интеллектом, китайской армией и покушением на Дональда Трампа? Попробуем разобраться. Давайте начинать, ребят. Вас ждет невероятно крутой выпуск. Сразу надо уточнить. Сама корпорация BlackRock, конечно же, очень настаивает, что все эти активы не ее. И формально это действительно так, они принадлежат инвесторам, а BlackRock просто ими управляет.
но это формально. А на практике доля рядовых инвесторов обезличены и размазаны по множеству разных блэк-роковских бизнесов. Никто, конечно же, не спрашивает у отдельного клиента, как голосовать в совете директоров, например, Apple, Pepsi-Cola или Lockheed Martin. Ну, вы же передаете свои деньги в доверительное управление нашей компании BlackRock. BlackRock выплачивает вам дивиденды, но громадное, просто чудовищное финансовое и политическое влияние, которое дают 11 триллионов долларов, BlackRock оставляет себе. И с вами делиться не собирается. Apple, Pepsi-Cola, оборонная корпорация Lockheed Martin здесь упомянуты совершенно не просто так, не для красного словца. Во всех трех предприятиях у BlackRock есть чувствительные пакеты. Не контрольные, конечно, боже упаси, но вполне приличные. В Apple, например, 6,7%. Может показаться, что это мало, но это вторая по размеру доля. Первая по размеру, кстати, принадлежит похожему фонду, который называется Vanguard. О нем мы еще скажем отдельно. Ну окей, вы скажете, ну люди владеют приличным количеством акций Apple. Ну молодцы, что? Казалось бы, что-то такого-то. А дальше можно посмотреть на другие компании из этой же отрасли. В Microsoft у BlackRock 7,3%. В Alphabet, материнской компании Google, 7%. BlackRock также принадлежит 6% Amazon, 7,5% Мета, компании Цукерберга и так далее. Медицина и здравоохранение? Ну, пожалуйста. У BlackRock есть доля в United Healthcare, страховой компании, которая недавно прославилась в кавычках, когда один одинокий мститель застрелил ее SEO. Знаете такого гиганта фармацевтического Pfizer? Он, в частности, вакцины от ковида производил. Знаете таких гигантов связи, как Cisco Systems и Broadcom? Знаете. А бытовая химия вам известна такая? Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Банки вы, наверное, тоже знаете? Ну, такие вот, как Bank of America или Morgan Chase. Зеленая энергетика. Tesla. Не зеленая, обычная энергетика. Chevron и ExxonMobil. Софт-дринки. Coca-Cola и Pepsi-Cola. Платежные системы. Visa и MasterCard. Развлечения. Disney и Netflix. Ритейл. Walmart и Home Depot. Медиа. Fox и Comcast. Продолжать можно просто до бесконечности. Мы готовили этот выпуск месяцами. Список активов BlackRock гигантский. Мы перечислили только самые крупные пакеты на десятки миллиардов долларов. А все перечислять невозможно, там 5500 компаний. BlackRock в среднем принадлежит где-то по 5% в 95% компаний из индекса S&P 500. Теперь на русском языке S&P 500 список самых дорогих компаний. Вот, допустим, в этом списке там 500 компаний, да? 95% этого списка, это сколько получается? 9,5 – 45, 5,5 – 25. 475 компаний из 500. В этих 475 компаниях везде присутствует BlackRock. То есть средний человек, я хотел сказать в Америке, да нет, конечно же, во всем мире не может не взаимодействовать с BlackRock. Звонить по телефону – BlackRock. Включил телевизор – BlackRock. Пошел в магазин купить шампуня и газировочки – и газировка, и магазин, и шампунь – это BlackRock. Расплачиваешься картой – привет, это мы. Решил никуда не ходить. Нашел то же самое в Гугле, заказал на дом с доставкой – опять BlackRock. Можно, конечно, уехать из города, жить в деревне, но велика вероятность, что и домик, и земля под ним будут ипотечные, залоги у банка, а банк принадлежит BlackRock. Компания активно скупает землю и недвижимость, например, в Соединенных Штатах и, например, в Испании и Италии. Тут вы спросите нас, как это работает? Как так вышло, что одна компания скупила такое количество самых главных корпораций на планете? По официальной версии все очень просто и рыночно. Изначально BlackRock — это так называемый индексный фонд. Индексные фонды появились сравнительно недавно, в 70-е годы. Они сложно устроены, но в основе работают на одной очень простой идее. Зачем вкладывать деньги во что-то одно, когда можно вложить их во все сразу и не зависеть от колебаний отдельных акций? Фонд собирает средства своих клиентов, а потом диверсифицирует свой портфель настолько, насколько это возможно. Он даже спекуляциями не занимается, просто вкладывает деньги. Ну, примерно как
поставить на рулетке на все цифры сразу или на ипподроме не на одну лошадь, а на всех лошадей, которые участвуют в забеге. А потом на всякий случай купить еще и ипподром. В результате образуется очень простая связь. Рынок в целом вырос на 5%. Отлично, замечательно. Индексный фонд вырос на те же самые 5%. Изобретателем этой схемы и первопроходцем считается Джон Богл, создатель OneGuard, другого подобного фонда. Вместе с BlackRock и другим фондом State Street они составляют так называемую большую тройку, владеющую, как уже понятно, значительной частью мировой экономики. Кто же за всем этим стоит? Ну, что касается BlackRock, то у компании есть официальное лицо, ее основатель, идеолог и вдохновитель, человек по имени Ларри Финк. Он родился в 1952 году в Калифорнии в семье преподавательницы английского и владельца обувного магазина. У Ларри Финка довольно любопытная история. Опустим, конечно, рассказы про то, как в детстве он прилежно учился, был уважаем сверстниками и по совету отца-сапожника в 5 классе купил свои первые акции Дюпон. Ну, все миллиардеры, которых мы с вами знаем, с небольшими вариациями и за небольшим исключением, обязательным порядком рассказывают что-то такое про себя. И это абсолютно неинтересно. Вот купил яблоко за цент, продал за $1, и, вы знаете, понеслось, стал владельцем огромной яблочной компании. Важно, что Ларри Финк получил приличное образование и в университете стал членом правильного студенческого братства Каппа Бета Фи, что позволило ему завести очень интересные знакомства. После учебы наш герой идет работать в Нью-Йоркский инвестиционный банк First Boston, где быстро становится звездой Уолл-стрит. Считается, что именно благодаря Ларри и его новаторским экспериментам с ипотечными продуктами активы банка увеличились до $1 миллиарда. Все шло прекрасно до самого 1986 года, а потом Ларри неверно предугадал поведение рынка и за один раз потерял $100 миллиардов. Ну, естественно, это не его были деньги, а деньги First Boston, то есть работодателя. Звездой он после этого быть перестал. И стал изгоем. Коллеги перестали с ним разговаривать и практически плевали ему в спину. Из банка пришлось то ли уйти, то ли его уволили. Он сам с большим удовольствием рассказывает эту историю прессе и подчеркивает, что именно этот провал мотивировал его основать BlackRock и стать специалистом по низкорисковым стратегиям. Для размышлений о бесконечности и цикличности жизни существует много красивых метафор. Инь-янь, колесо сансары, лента Мёбиуса. Последняя, например, лично для меня совершенно удивительная вещь. Своей непрерывностью она напоминает, что в жизни границы зачастую условны, а противоположные вещи могут сочетаться и, переходя из одной в другую, образуют непрерывный процесс. Именно лента Мёбиуса вдохновила главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова на создание небоскреба One, последнего в исторических границах делового центра Москва-Сити. Футуристический овал небоскреба, реализацией которого занимается МР, кажется единой формой, напоминающей незавершенную ленту Мёбиуса. Однако это две башни высотой в 90 этажей, соединенных висячим мостом, над которым на высоте 338 метров парит Sky Garden, самый высотный парк в Европе, площадью более 1000 квадратных метров с разнообразным озеленением. One — это первый небоскреб в Сити с квартирами. Квартиры самых разных планировок располагаются с 36 по 90 этаж. Есть и редкие лоты, например, двухуровневые пентхаусы на уровне Sky Garden. Помимо квартир, в башне разместятся офисы класса Prime, а на первых этажах торговая галерея, фитнес-центр с бассейном под стеклянным куполом, клиника превентивной медицины и ресторанный кластер, создание которого курирует Александр Сысоев. Что важно, резиденты жилого комплекса, офисные сотрудники и сервисный персонал пользуются разными входами. Логистика продумана идеально. Помимо общей инфраструктуры есть и приватные зоны для жителей. Скайлобби на 35 этаже, авторское лобби на 1 этаже, приватный кинотеатр, библиотека, бильярдные, детский клуб и фитнес-залы для индивидуальных тренировок. Строительство One завершится в 2030 году. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать все подробности об этом уникальном проекте прямо сейчас.
Но реально дальнейшее выглядит очень странно. По официальной, опять же, версии, знакомый Финка Стивен Шварцман, выходец из знаменитого банка Lehman Brothers и основатель нью-йоркской инвестиционной компании Blackstone Group, как раз хотел создать у себя индексный фонд. Партнером Шварцмана по Blackstone был человек по имени Питер Питерсон. Кто же это такой? Бывший министр торговли США. И тоже сотрудник Lehman Brothers. И вот эти уважаемые люди приглашают Финка руководить индексным фондом внутри своей компании. Потому что, очевидно же, кого пригласить на такую должность? Конечно же, человека, который только что всадил 100 миллионов чужих денег. Фонд получает название BlackRock. В качестве учредителей выступили сам Ларри и 7 его друзей, знакомых и бывших коллег. Удивительная история, да? Вы только что попали на 100 миллионов, вам сказал знакомые: слушайте, ты прям гениальную сделку сделал, да? Всадил сотку у First Boston. Мы тут фонд создали, как раз управляющий нужен, это будешь ты. Вот, всегда же так в жизни бывает, да? Финк оказался прям каким-то гением, иначе не скажешь. Всего за несколько лет активы под управлением его фонда увеличиваются до 50 миллиардов долларов. Все идет не просто прекрасно, все идет блестяще. Несмотря на это, в 1994-м Blackstone продает BlackRock всего за 240 миллионов. Шварцман потом в интервью будет называть этот шаг героической ошибкой, но так и не объяснит, а что, собственно, случилось. А в 1999 году Финк выкупает фонд у новых владельцев и тут же выводит его на биржу. Забегая чуть вперед, сейчас эти акции стоят в 60 раз дороже, чем на IPO. Но все эти выкупы, продажи — это еще не волшебство. Волшебство начинается дальше. Активы, доверенные BlackRock, начинают расти, в прямом смысле, как снежный ком. Следите за руками. В 2000-м это 190 миллиардов долларов. В 2004-м 350 миллиардов. В 2006-м BlackRock покупает инвестиционный банк Merrill Lynch и пробивает первый триллион. В 2010-м 3,5 триллиона. В 2021-м 10 триллионов. Как говорится, вы находитесь здесь. В чем же секрет? Сам Финк совершенно серьезно утверждает, что в искусственном интеллекте. У BlackRock, и он это говорит задолго до того, как в наш мир пришли чат GPT и всякие дипсики. Так вот, он говорит, что у BlackRock есть собственная компьютерная система для трейдинга и анализа рынка. Она непрерывно разрабатывается с конца 80-х. У нее прекрасное название, которое тоже как бы намекает на волшебство. Система называется Aladdin. Это, как любят американцы, красивый акроним: Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network. Физически это несколько тысяч компьютеров в хорошо охраняемом дата-центре, объединенных в единую сеть. Система может не только совершать сделки, это бог с ним, понятно. Большая часть сделок на бирже давно совершается без прямого участия человека. Но система оценивает риски. Считается, что Aladdin учитывает мельчайшие факторы и принимает во внимание абсолютно все. От политической нестабильности до, например, погоды. У него есть доступ ко множеству баз данных, статистика, научная информация, юридические активы, спутниковые снимки. В основе всего этого, опять же, как считается, лежит очень сложная математика, связанная с теорией вероятности, и глубоко засекреченный софт, который непрерывно усложняется. Естественно, BlackRock скупает все перспективные стартапы и разработки в этой области. Только за последние 5 лет было куплено 3 таких компании. То есть что получается? Финк поувольнял трейдеров и нанял вместо них математиков и программистов задолго до того, как в мире заговорили о нейросетях. Но, конечно, нейросети к Aladdin прикрутили при первой же возможности. Вероятно, задолго до того, как они вообще стали доступны нам с вами, простым смертным. BlackRock утверждает, что под управлением Aladdin находятся все активы компании. И не только. Систему с 1999 года продают сторонним клиентам. Всего она управляет активами на 20 с чем-то триллионов долларов. Это практически весь американский ВВП. Я сейчас все это рассказываю, честно говоря, это звучит как какая-то дешевая фантастическая байка или какой-то там фильм категории B. Но это уровень кино про Супермена. Вот есть злодей Лекс Лютер, он построил суперкомпьютер, способный взломать капитализм. Но это ведь абсолютно не шутка, так и говорят. У Aladdin даже есть сайт, на котором он скромно называется «Софтом для менеджмента портфолио». Как же это все работает? Скорее всего, нам не покажут.
Человек скептически настроенный вспомнил бы другого финансиста с волшебным компьютером, легендарного Берни Медофа. Мы о нем обязательно сделаем выпуск. Организатор одной из самых крупных финансовых пирамид в истории. У Медофа в офисе, если кто не знает, стояла специальная компьютерная система, которая умела только одно — генерировать убедительную, но абсолютно фальшивую отчетность о якобы совершенных сделках на бирже. Конечно, никто не говорит, что BlackRock — это финансовая пирамида. И сам Медоф, и финансовые пирамиды в целом — это по меркам BlackRock мелочевка абсолютная. Но согласитесь, компьютерная система — это, помимо прочего, еще и суперудобная отговорка. Почему вы, ребята, одно продали, а другое купили? Почему вам все всегда удается? Почему вы практически никогда не попадаете, не уходите в минус? Только это самое. У нас же волшебный компьютер есть. Он что говорит, мы то и делаем. А в минус не уходим. Продвинутый компьютер-то. Все вопросы к Аладдину, он только не будет с вами разговаривать, он же компьютер. Реально у BlackRock есть еще одно секретное оружие. Тесное, можно даже сказать, родственные отношения с американским правительством и руководством Федеральной резервной системы. Конечно, на Финка работает огромная команда опытных лоббистов, это само собой. Понятно, что BlackRock очень щедро спонсирует избирательные кампании политиков, в основном демократов, но не забывает и про республиканцев. Но кроме этого, как-то так вышло, что топовые чиновники, знаете, свободно переходят на работу в BlackRock, когда им надоедает жить на казенную зарплату. Всего Ларри трудоустроил таким образом десятки бывших высокопоставленных госслужащих, как американских, так и из других стран, включая, например, бывшего министра финансов Великобритании Джорджа Осборна. Он, вы знаете, любезно согласился работать на BlackRock один день в неделю за скромную зарплату. Действительно, вообще копейки. Я не понимаю, как он эту зарплату посмел взять, потому что это унизительные деньги. Один день в неделю — 650 тысяч фунтов. Но бывает, что происходит и наоборот. Вы знаете, выходцы из BlackRock переходят в американское правительство, в ФРС, и, что особенно интересно, в SEC, знаменитую комиссию по ценным бумагам и биржам, которая вообще-то должна осуществлять надзор за рынком ценных бумаг. У BlackRock, в свою очередь, существует целое подразделение, которое оказывает консультационные услуги государствам и правительству. Впервые американское правительство привлекло его для ликвидации последствий кризиса 2008 года. BlackRock тогда попросили спасти банк Bear Stearns. Считается, что Bear Stearns подключили к Аладдину. И вы знаете, система определила, какие активы спасать, а каким можно позволить рухнуть. Что-то явно сработало, потому что, вы знаете, Bear Stearns в итоге был выгодно перепродан конгломерату Morgan Chase. А вот Lehman Brothers, которым BlackRock не занимался, в итоге, вы знаете, обанкротился. Дальше Финк помогал правительству США избавляться от токсичных активов на несколько сот миллиардов долларов. С тех пор BlackRock при случае консультирует правительства США, ЕС, Швейцарии, Греции, Канады, и так далее. Бывают, вы знаете, и ответные жесты уважения. Например, когда в 2020-м ФРС вложила 750 миллиардов в ценные бумаги, управлять этими приобретениями поставили BlackRock. Разумеется, никто не обвиняет такую большую и уважаемую компанию в такой пошлой вещи, как, вы знаете, инсайдерская торговля. Сами представители BlackRock клянутся, что, это цитата, «между консультативным подразделением и инвестиционным подразделением у нас выстроена практически Великая Китайская стена. Узнать у бывших коллег, которые теперь работают в ФРС, что там дальше будет с ключевой ставкой? Да нет, вы что? Как вы могли подумать? Да никогда в жизни. Честное слово, вообще никогда так не делали». Будем верить. Некоторые злые языки, которым мы не доверяем, говорят, например, что Ларри Финк один из виновников ипотечного пузыря, который привел к мировому финансовому кризису 2008 года. Причем BlackRock прекрасно на этом ипотечном пузыре заработал, но абсолютно ничего не потерял, потому что слил все опасные активы, вы знаете, как раз перед самым началом кризиса. Бывает же такое, да? Аладдин-то какой, Аладдинович. У Финка и BlackRock особое отношение с ипотекой. Например, не кто-нибудь, а Роберт Кеннеди написал у себя в соцсетях, когда баллотировался в президенты. BlackRock отбирает у американцев возможность покупать дома. Как могут ваши дети, как могут обычные американские домовладельцы перебить цену, которую предлагает BlackRock?
Дело в том, что BlackRock, как и его коллеги по Большой Тройке, в последнее время активно вкладывается в недвижимость и землю, и так по всему миру. И регулярно выкупает даже отдельные дома и участки. Поскольку деньги у них, как мы выяснили, бесконечные, цены на недвижимость в США растут с невероятной скоростью. Выкупленное фонд потом либо сдает в аренду, либо просто держит пустым, так, на черный день. Конечно, BlackRock не единственная причина роста цен, но для народа самое очевидное. В итоге многие корпорацию вполне искренне, вы знаете, ненавидят. Покупка дома – это один из центральных элементов американской мечты. А как ты теперь эту мечту купишь? По какой ставке? Самые радикальные конспирологи связывают скупку недвижимости с известной теорией о том, что мировые элиты планируют постепенно лишить все население планеты собственности. Якобы план состоит в том, чтобы превратить людей в бесправных рабов, которые живут в арендованных квартирках, ездят на электросамокате, который взяли на час в приложении, еду заказывают в доставке, и так далее. Теория называется «You will own nothing and you will be happy». Тебе ничего не будет принадлежать, но ты будешь счастлив. Это фраза из программного эссе датской активистки Иды Аукен, которую она представила в 2016 году на Международном экономическом форуме в Давосе. Полное избавление от собственности и переход на шеринговую экономику. В эссе он был запланирован на 2030 год, и там подчеркивал, что ничего не иметь — это во. Но фраза ушла в народ и стала вместо этого обозначать зловещие планы глобалистов. Вообще сказать, что BlackRock не любят и подозревают во всех смертных грехах, это ничего не сказать. Согласитесь, пришли какие-то удивительные люди, все вокруг скупили, это уже само по себе подозрительно и дает пищу для конспирологии. А тут еще Ларри Финк в свое время позволил себе несколько исключительно неудачных высказываний на том же самом экономическом форуме в Давосе. Например, в прошлом году он заявил такое: уменьшение населения – это очень выгодно. Вымирающие страны начнут вкладываться в роботизацию и развитие искусственного интеллекта. Конечно, с социальной точки зрения им будет гораздо проще заменить людей машинами. Действительно, ведь когда у тебя нет людей, тебе достаточно построить 2, 3, 4 роботов. И все, людей-то больше нет. В общем, довольно логично все звучит, но в сочетании с 10 триллионами и образом зловещей корпорации создается полное впечатление, что это какой-то суперзлодей, который хочет истребить человечество. Или например, в этом году Ларри заявил, что пенсия в будущем светит только сотрудникам компании из списка Fortune 500, а всех остальных стариков не ждет ничего хорошего. Если учесть, что среди активов BlackRock довольно много пенсионных фондов, тоже вроде как неловко получается, не кажется вам? Отдельной строкой тут идет, конечно же, ковид. В самом начале эпидемии Финк высказался в своей фирменной манере. Цитата: «Я считаю, что пандемия может помочь нам осознать нашу хрупкость. Пусть она заставит нас бросить все силы на борьбу с другой угрозой – глобальным потеплением». Тут конспирологи глубоко даже копать не стали. Просто посмотрели, кто входит в число крупнейших акционеров компаний Pfizer и Moderna, которые вакцину сделали. Некоторые, правда, зашли дальше и обнаружили некую связь между BlackRock и той самой лабораторией в Ухане, откуда якобы началось распространение коронавируса. Иногда BlackRock и Финка обвиняли в том, что они стоят за зловещей сельскохозяйственной корпорацией Monsanto. Monsanto была известна тем, что создавала защищенные копирайтом генетически модифицированные сорта пшеницы, которые затем вытесняли естественные. Фермеры, которые покупали такие сорта, подписывали лицензионные соглашения, которые запрещали им сеять то, что они вырастили. Посевной материал на следующий год надо было опять покупать у корпорации Monsanto. Параллельно Monsanto скупала сельскохозяйственную землю по всему миру. Это сочетание выглядело настолько мрачно и настолько было похоже на киберпанковскую антиутопию, что в 2018 году Monsanto продали немцам из компании Bayer, а бренд на всякий случай вывели из обращения. Конечно, в Monsanto у BlackRock тоже была доля. Из менее мрачного, но все равно конспирологического, ходят упорные слухи, что BlackRock стояла у истоков криптовалют и даже, возможно, запустила биткоин, прикрываясь личностью его официального создателя Сатоши Накамото, которого все равно, как мы знаем, никто не видел. BlackRock действительно много и с удовольствием инвестирует в криптовалюты. Так было не всегда. До определенного момента Ларри Финк говорил, что крипта пригодна только для наркоторговли и отмывания денег.
Но потом, вы знаете, радикально поменял свое мнение. И теперь фонд скупает крипту. Сейчас BlackRock контролирует почти 600 тысяч биткоинов, инвестирует в производство майнинговых ферм, в майнинговые компании и в основные криптобиржи. Конспирологи в этом случае обычно говорят, что Финк мечтает провернуть так называемую атаку 51%. Если в его распоряжении будет 51% майнинговых мощностей, он сможет захватить контроль над блокчейном и делать с ним все, что угодно. Ну, до захвата биткоина ему еще далеко, но про BlackRock говорят, например, что фонд целенаправленно обрушил курс криптовалюты Terra. После таких историй фонду обычно приходится публиковать опровержение в духе: «Нет, дорогие земляне, мы совершенно точно не скупаем ваши дома, и вот почему». Ну или включать антикризис медиа, что довольно естественно, если учесть, что BlackRock'у частично принадлежат все основные американские телеканалы, и консервативные, и либеральные. У фонда 12% канала Fox, 16% канала CBS, 12% CNN, 12% Disney, а Disney владеет каналом ABC, плюс 14% корпораций, которой принадлежит 250 ежедневных газет по всей Америке и заодно USA Today. Не запутались? Ну тогда вот вам еще. Плюс 10% компании Sinclair, которая в свою очередь контролирует 72% американского регионального телевидения. Ну и там по мелочи дальше. Журналы State, Foreign Policy. В общем, в Америке, в мейнстримных медиа BlackRock, вы знаете, обычно как-то не очень сильно критикуют. Конспирологами были также замечены армии ботов, которые ходят по Reddit и другим соцсетям и рассказывают, что верить в конспирологические теории очень плохо, неправильно. Да и какая разница, кто чем владеет? Да и не владеет вообще, а просто управляет. Да и генетически модифицированная кукуруза — это во! Ну, короче, логика понятна, да? Помогает все это так себе, BlackRock продолжают винить во всех бедах, в том числе и в тех, которые не имеют к корпорации абсолютно никакого отношения. Например, ведущий Такер Карсон долгое время развивал теорию, по которой BlackRock контролирует выборы в США через компанию Dominion Systems. Компания эта поставляет аппараты для подсчета голосов. Потом оказалось, что фонду принадлежит совсем другая компания с Dominion в названии. Но сюжет про выборы в разных вариациях встречается в интернете до сих пор. В какой-то момент в попытке улучшить свой имидж Ларри Финк увлекся тем, что называется ESG Investment. Это так называемое социальное инвестирование, когда помимо чисто финансовых соображений решения принимаются с учетом экологии, социальных проблем и идеологии. В какой-то момент Финк открыто заявил, что представители BlackRock в советах директоров будут голосовать против менеджмента, который, недостаточное внимание уделяет так называемой woke-повестке. Стало только хуже. Правые окончательно уверились в том, что BlackRock хочет перекроить мир под зеленую энергетику, деиндустриализацию, гендерную инклюзивность и прочий мультикультурализм. А левые при этом корпорацию не полюбили. Когда говорят, что у BlackRock есть доли везде, то имеется в виду, что они есть действительно везде. Например, фонд вкладывает миллиарды в индустрию борьбы с нелегальной иммиграцией. Заборы, колючая проволока, камеры, строительство офшорных пересыльных лагерей и тюрем для нелегальных мигрантов. Всего, по подсчетам левых активистов, фонд инвестировал в 11 таких компаний. Ну и, конечно, фонд вкладывается в нефть, тяжелую промышленность и оборонку. Пару лет назад борцы против глобального потепления из движения Extinction Rebellion приклеили себя к дверям офиса BlackRock в Дублине. Поводы у них есть. Например, известно, что BlackRock любит вкладываться в бизнесы, которые занимаются вырубкой джунглей Амазонки и других реликтовых лесов. И делает это фонд систематически по всему миру, от Канады до острова Борнео. В какой-то момент активистам удалось застыдить Финка настолько, что он публично пообещал: «Пожертвую я на борьбу с глобальным потеплением аж $7 миллиардов». Для BlackRock это, как вы все уже поняли, мелочь, карманная мелочь. Сколько Финк при этом вложил в свои неэкологичные бизнесы, подсчитать тяжело. В обратную сторону это тоже работает. Например, в прошлом году Техасский фонд, в котором хранятся средства местных школ, забрал у BlackRock свои 8,5 миллиардов в знак протеста против критики нефтяной отрасли, которую в Техасе очень любят.
BlackRock'у никак не удается понравиться и тем, и другим. Было бы идеально, если бы левым нравилось принудительное внедрение ВОК-идеологии на рабочих местах, а техасских реднеков радовала бы вырубка леса. Но вместо этого корпорация, вы знаете, раздражает и тех, и этих. У BlackRock есть доля в нескольких нефтяных компаниях или, например, новых саудовских газопроводах. Ну, это ладно. Есть доля в больших оборонных предприятиях типа Lockheed Martin или Northrop Grumman. Это тоже ладно. Но как, например, насчет инвестиций в китайскую оборонную промышленность? В прошлом году появилась информация, что BlackRock через китайские биржи вложил несколько миллиардов в 14 китайских компаний, так или иначе связанных с Народно-освободительной армией КНР. В списке есть как достаточно невинные вещи типа производства коммуникационного оборудования, спутников и лазеров, так и корпорации, связанные с ядерной программой КНР, а также со знаменитыми лагерями перевоспитания уйгуров. В Америке все это, само собой, давно под санкциями. Тут, конечно, нельзя не вспомнить заверение BlackRock в том, что деньги не их, а клиента. Ну, то есть нормальная история. Взяли деньги американских пенсионеров и вложили их в китайскую оборонку. Ну, что такого-то? История была настолько скандальной, что даже вызвала публичную реакцию и приступ раздражения у самого Джорджа Сороса. Он порекомендовал Финку больше не вкладывать в репрессивные режимы. В общем, чем дальше, тем более странно было изображать социально ответственное инвестирование. Тем более, что оно всех бесило. И вот в этом году Ларри Финк официально объявил, что BlackRock отказывается от воук-капитализма. Вслед за ним то же самое сделали и два других члена Большой Тройки. По американским офисам после этого прокатилось настоящее цунами. Бюджет на гендерное и другое разнообразие урезались. Специалисты по diversity увольнялись целыми отделами. Повестка поменялась в одночасье. И никто не мог понять, а почему? А это просто Ларри Финк передумал. Левой повестки в культуре и медиа теперь, скорее всего, будет ощутимо меньше. Если, конечно, Ларри не передумает в обратную сторону. Насколько он был искренен в своей попытке заставить человечество есть жуков, сказать тяжело. С одной стороны, беспокойство о перенаселении – это стандартная тема для миллиардера. Билл Гейтс, например, презервативы в Африке до сих пор раздает. С другой стороны, самому Ларри Финку вполне могло быть глубоко плевать и на климат, и на инклюзивность. А все его заходы про глобальное потепление могли быть так называемым гринвошингом, попыткой прикрыть свои реальные финансовые интересы ничего не значащей болтовней об экологии. Вы знаете, есть ведь и совсем дикие конспирологические теории, связанные с BlackRock. Например, считается, что именно их нужно винить за криминогенную обстановку в афроамериканских гетто. Следите за руками. У BlackRock есть приличные доли в музыкальных лейблах, включая Sony Music. А лейблы эти еще в 90-е коммерциализировали хип-хоп и начали продвигать через него определенный образ жизни. Тёлки, тачки, наркотики, банды, перестрелки, попасть в тюрьму – это круто жить, чувак. Спрашивается, зачем это может быть нужно глобальной инвестиционной компании? А просто у BlackRock, вы знаете, так вышло, приличная доля в так называемом тюремно-индустриальном комплексе. Это сеть частных тюрем по всей Америке. И эти тюрьмы, соответственно, надо кем-то наполнять. Ну или вот еще одна довольно шизовая теория. Помните, Мститель-одиночка отстрелил ухо Дональду Трампу, тогда еще кандидату в президенты США. Стрелок тоже связан с BlackRock, причем совсем странным образом. В 2022 году какое-то из подразделений BlackRock сняло рекламу в ничем не примечательной пенсильванской школе. Тема там была абсолютно прозаическая. Счастливый учитель радуется своим пенсионным накоплениям. Но на фоне появились несколько реальных учеников этой школы, которым в тот день даже ничего не платили. И одним из этих учеников оказался будущий несостоявшийся убийца Трампа. BlackRock удалил этот ролик отовсюду и даже выпустил официальные заявления с общим смыслом таким: мы этого чувака не знаем, в кадр он тогда попал вообще случайно. Но конспирологам хватило, и они тут же связались с покушением BlackRock. Якобы Трамп собирается бороться с глобалистами, а Ларри Финк, как глобалист, хочет ему помешать. Ну, надо сказать, что BlackRock действительно всю дорогу делал ставку на Байдена, но это, конечно, не значит, что они послали школьника из своей рекламы убивать
Дональда Трампа. У людей есть 11 триллионов долларов. Если бы они хотели убить кандидата в президенты, они нашли как минимум бы профессионала, который умеет нормально стрелять. Поэтому, конечно, это бред. Ну а если без конспирологии, то размер активов под управлением BlackRock продолжает расти по экспоненте. Если так пойдет и дальше, вскоре он превысит размер американского госдолга и размер американского ВВП. И вообще все что угодно. То же самое можно сказать про два других фонда из Большой Тройки. Мы мимоходом их упоминали. Но вообще это, конечно, братья-близнецы BlackRock. Они вкладываются примерно в одни и те же компании, примерно в таком же размере. Везде где-то на первых позициях в списке крупных акционеров будет BlackRock. Где-то рядом будут и другие двое. Активы Vanguard 10 триллионов, активы State Street почти 5 триллионов. Если сложить вместе и прибавить BlackRock, получится как раз примерно ВВП Соединенных Штатов Америки. В общем-то, Большая Тройка – это и есть американская экономика. Пока я записывал выпуск, ребята из моей команды спросили: а частная армия есть какая-нибудь у BlackRock? И я подумал, самая большая частная корпорация военная — это тоже компания, которая содержит в своем названии слово Black. Компания называется Blackwater. Но нет, BlackRock не владеет Blackwater. Это удивительно, но это так. То есть та компания независимая. Но возможно, честно говоря, не полез проверять, какая-нибудь компания или какой-нибудь ЧВК, возможно, там есть доля у BlackRock. Мы туда внутрь далеко так глубоко не полезли. Вы можете сделать это за нас и написать в комментарии. Может быть, вы какую-то связь найдете. Это интересно. Чем кончится эта история? Фиг его знает. Возможно, как в сюжете с банком BCCI, все это однажды лопнет и растворится как дым, и все будут говорить: как же так-то, мы не знали, куда смотрело правительство. Возможно, как в истории с банком Ватикана, кого-нибудь повесить под мостом. Но, честно говоря, и то, и другое невероятно. 11,5 триллионов – это деньги, которые создают вокруг себя собственное гравитационное поле. Они искажают окружающую реальность одним своим существованием и притягивают другие деньги. Меньше их не может стать чисто физически, а вот еще больше вполне. Гораздо более вероятно, что Большая Тройка однажды окончательно захватит мир. В истории есть одна неочевидная, но довольно интересная аналогия. Это Ост-Индская компания. Она началась как частное британское предприятие по освоению огромных территорий и огромных богатств колонизированной Индии. Это оказалось настолько выгодно, что вскоре Ост-Индская компания стала богаче своего правительства. У нее даже появился собственный военный флот и собственная армия. В конце концов, Ост-Индийская компания была национализирована. Но тут было уже не совсем понятно, а кто кого поглотил, Британия ее или она Британию. Вот можно представить себе, что Большая Тройка тоже однажды окончательно сольется с правительством США. Или наоборот, не захочет этого делать и купит себе какое-нибудь другое государство. Но лично меня, телезрителей из Москвы Сергея, волнует в этом всем немного другое. Вот нам долго рассказывали, что есть две абсолютно разные системы. Социализм, значит, и капитализм. Социализм — это когда все государственное, плановая экономика, и все решают где-то в кабинетах. А капитализм — это когда на рынке есть разные бренды, которые в частных руках, в рыночных боях они выясняют, какой из них лучше. Вот пример есть: Pepsi-Cola и конкурент ее Coca-Cola. Казалось бы, вместе им не сойтись. Ты либо за тех, либо за этих. Пусть победит лучший продукт. Но есть нюанс. Смотришь список крупнейших акционеров Pepsi. Там BlackRock, Vanguard и State Street. Смотришь список крупнейших акционеров Coca-Cola. Удивительно, вы знаете, но там тоже BlackRock, Vanguard и State Street. Как, скажите, пожалуйста, должны рыночно конкурировать два бренда, которые принадлежат абсолютно одним и тем же людям? И эти люди еще и все подвязаны на одно и то же правительство и на одну и ту же Федеральную резервную систему. И так теперь везде, в огромном количестве отраслей. Извините, когда всем на свете владеют три гигантские компании, это рыночная экономика или какая-то другая? Причем эти три компании еще и абсолютно обезличены и свои решения обосновывают, когда рекомендациями некого волшебного компьютера Aladdin, а когда и просто никак не обосновывают. Они же не должны
ни перед кем отчитываться. Это ж рынок так управил. Представьте себе на секунду степень этой власти. Она настолько тотальна, что мы даже не замечаем ее в повседневной жизни. Приходишь в магазин, а там выбор из 2 вариантов. И он чисто косметический, потому что реально вариант всего один. Завтра Ларри Финк проснется утром и решит, что у каждого должно быть 3-е ухо на лбу, например. На следующий же день 3-е ухо на лбу войдет в моду, и мы все пойдем его пришивать. Более того, будет казаться, что это нормально, что так оно всегда и было. Поэтому спасибо товарищу Финку за то, что пока он ограничивается вырубкой амазонских лесов. Леса, конечно, очень жаль, но без них мы как-нибудь проживем. А вот когда большая тройка всерьез займется за людей, тогда действительно начнутся проблемы. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите уроки истории. Если вы не подписаны на канал, сделайте это. У нас много выпусков. Нажмите на колокольчик, и вы ни один из них не пропустите. Пишите комментарии. Чем больше комментариев вы напишите, тем большее количество людей увидит этот ролик. Возможно, его увидит и BlackRock, и приобретет долю в Минаев Лайф. И заживем.